Нихао, комрад, ты на канале Марк Викторсон. В этом ролике мы с тобой разберемся, как снимают камеры Xperia 1 Mark IV. И немножко сравним его с Honor Magic 4 Ultimate. И так как тебя наверняка уже задолбал этот рынок, чтобы сравнить камеры этих смартфонов, я пришел в это замечательное место. Здесь такой живописный мост. Вот у нас звук Sony. Это звук с Honor. Можете оценить звук. Сейчас вы посмотрите на картинку бок о бок, и после этого я поверну смартфоны по-нормальному, чтобы можно было оценивать 4К на весь экран, а не в таких маленьких рамочках. На Sony у нас включен HDR. Когда включен HDR, стабилизация отключается. Это такой специальный HDR, который делает реально междукадровое HDR. На Honor у нас просто по умолчанию идет видеосъемка. Супер широкоугольные модули. Можете оценить картинку. Вот как выглядит съемка со стабилизацией. Вот это Xperia, вот это Honor, супер широкоугольный модуль. А теперь попробуем зазумить. Это первая Xperia, которая позволяет делать зум во время съемки. А теперь Honor 1X, вот. Смотрите, какой темный экран на Соньке. Нам рассказывали, что он стал гораздо ярче, но он уже очень темный. Нет, глазами, конечно, он воспринимается чуть-чуть светлее, потому что сейчас отражение улавливает камера. На Honor экран значительно ярче воспринимается. Он, в принципе, хорошо виден. Сонька реально сильно нагрелась. Я очень надеюсь, что это исправят в обновлениях. Давайте 2X сделаем. Плавный 2X зум. Сделаем 2X на Honor. Все гораздо плавнее. Так, сделаем зум 3.5. Теперь на Honor 3.5. Блин, не поймаешь никак. Как же здесь его сделать? Вот, хорошо, вот так оставим, потому что это нативный зум. Ненавижу этот гадкий ползунок. Окей. Сделаем зум 5.2. Немножко трясет картинку на Соньке. По крайней мере на экране. У Honor картинка чуть постабильнее. Мы тут с женой зашли в ресторанчик местный покушать. И я для вас сейчас сниму уникальные кадры о том, как прямо здесь под ресторанчиком пекут лепешки. Прям вот так они выпекают лепешки здесь. Смотрите, какая красота. О! Все, понесли заказчику. А вот жена моя сидит. Ждет заказ. В Китае со времен революции принято кушать на улице или в маленьких ресторанчиках. Поэтому практически все китайцы в обеденный перерыв идут в какие-то маленькие кафешки или ресторанчики. Вот мы с женой тоже зашли. Ресторанчик просто битком забит. Нам пришлось ждать места свободного. А вот и наш суп. Какая вкуснятина. Китайская еда абсолютно разнообразна. Здесь есть все виды овощей, огромное количество видов мяса, всякие салаты. И это все реально стоит очень дешево и по качеству вполне себе съедобно. Выбирайте любой тип еды, который вам нравится, и вам его положат. И здесь вон сколько разных типов еды. Оно все очень разнообразное на цвет и на вкус. Некоторые из этих вещей я вам не рекомендую пробовать. Привет. 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 И теперь давайте с вами на фоточки посмотрим с этих смартфонов. На Sony слева более естественные снимки, потому что Sony не высветляет тени, Sony не усиливает цвета. Вот на Honor справа, посмотрите, на этом садовнике форма, она просто получилась как синяя клякса. На Sony хоть какие-то полутона есть, за счет этого более натуральные, более естественные снимки. Кстати, все фоточки с моих сравнений вы можете скачать у меня в телеграм-канале Mark Victorson Originals. Я уверен, что просматривая эти снимки на большом мониторе, вы придете к тем же выводам, что и я. А именно у Sony на широкоугольном основном
основном объективе чуть-чуть подмыливают углы. И за счет этого Sony чуть-чуть уступает Honor в детализации. Незначительно, но все-таки это бросается в глаза. И телеобъективы Sony все-таки гораздо более мягкие. За счет этого смотрится менее выигрышно. Тут уже на естественность не спишешь. У Honor просто смотрится четче и красивее. И поэтому тут однозначно выигрыш, конечно, у Honor. Неприятно, что Sony экономит на мелочах. Однако на основной сенсор, снимая с небольшого расстояния, можно получить приятное оптическое боке. В целом, если честно, очень сложно назвать однозначного победителя, потому что, несмотря на преимущество в детали у Honor, цвет у него иногда бывает, ну, прям таки откровенно не очень. А вот у Sony иногда можно поймать на телеобъектив приятное размытие за объектом съемки, за счет чего снимок будет смотреться очень объемным, но поймать такую ситуацию бывает очень сложно. Но даже несмотря на то, что Honor зачастую выдает более приятные глазу снимки, у него все равно есть куча тупых ограничений, с которыми вы столкнетесь, если вы любитель раскрывать потенциал камеры смартфона. Вы не можете снимать на дополнительные модули в RAW в стоковом приложении камеры. У Sony вы можете снимать в RAW на все модули камеры в стоковом приложении с удобным интерфейсом, быстро, с автофокусом. И поэтому, если у вас прямые руки, вы легко можете повторить на Sony то, что выдает Honor в авторежиме. Вот такую мыльную кашу вы получите, сняв на Sony что-нибудь в условиях конкретного недостатка освещения. Но потратив всего лишь минутку на подборку ручных настроек, вы сможете получить снимок ничуть не хуже, чем с Honor. Еще и натуральнее и лучше смотрящийся. Однако даже в авторежиме Sony способна выдавать шедевры, если вы умеете работать со светом. Посмотрите на этот снимок с широкоугольного объектива. На Sony здесь и детализация лучше, и цвет. Да, конечно, Sony пересветил светильник, но в целом снимок лучше. То же самое и на основной модуль. Если вы умеете работать со светом, размещать объекты нормально, подыскивать угол падения света и тени, вы будете получать хорошие снимки даже на Sony. Причем подход японцев отличается еще и в том, что, выбирая какой-то модуль камеры, вы твердо знаете, что снимаете именно на него, в отличие от китайца, на котором вы можете выбрать коэффициент приближения, но какой модуль за ним кроется, телефон за вас решает уже сам. Однако сюжетов, в которых натуральные снимки смотрятся лучше, не так уже много, поэтому большинство людей наверняка отдадут предпочтение агрессивной вычислительной фотографии с Honor. Ведь проще написать, что Sony говно, чем разбираться в том, почему его инженера так настроили и в каких ситуациях это будет смотреться выигрышнее, ведь так? Кстати, на днях вышло обновление, после установки которого смартфон стал значительно холоднее. Снимать на него теперь можно дольше 1 минуты. Как я и говорил, с обновлениями потихонечку исправляют нагрев. И выводы. Какие же выводы? На мой взгляд, Сонька наконец-таки вырвалась вперед. Теперь можно получать на нее в полном авторежиме, как я уже показал, фотки, которые не уступают топовым флагманам из Китая. Другое дело, что задача фотографа нормально фоткать. Задача фотографа разобраться в том, как настроен инструмент, чтобы на него получать стабильно хорошие результаты. Как, покупая, допустим, крутую сковородку, вы не становитесь мгновенно хорошим поваром. Или покупая крутую машину, вы не становитесь хорошим водителем. Задача фотографа разобраться в камере, чтобы получать на нее стабильный результат. Поэтому я не считаю, что это зашкварно потратить некоторое время на привыкание к тому, как этот смартфон фоткает. Поэтому фотография в первую очередь вот здесь. Нечего пенять на инструмент, если здесь пусто. На этом у меня все. Напоминаю, что скачать все фотки из этого сравнения вы можете в комментариях. У меня там будет ссылочка на телеграм-канал. Увидимся в следующем ролике. Пока.